В этом видео покажу сетап, который выручает меня во время отключения электричества. Для работы мне необходимо два устройства – компьютер и ноутбук. Основным инструментом выступает компьютер, все самые сложные проекты я делаю на нем. Ноутбук же является вспомогательным инструментом, который используется в поездках или когда мне нужно получить максимально долгую автономность. Мой набор для автономной работы выглядит следующим образом: павербанк, инвертор и автомобильная батарея, а также зарядное устройство. Я приобрел два павербанка, один бренда Bazeo с емкостью 30 тысяч мАч, второй сборный на основе банок 18650. Отдельно покупал банки и отдельно готовый кейс с платой. У меня вариант на 16 банок, поэтому максимальная емкость 48 тысяч мАч. Павербанки используются для питания интернета и ледовского света, также иногда подзаряжают телефон. Детальных тестов не проводил, но хватает надолго. Bazeo питает роутер и терминал по 8-10 часов в день. Заряжаю павербанк раз в 2-3 дня. Для питания компьютера я использую инвертор с 12 на 220 вольт и аккумуляторную батарею 100 Ах. Для зарядки использую трансформаторную зарядку. Не самая компактная, но бюджетная, при этом не греется и можно заряжать током до 30 ампер. Инвертор No Name бренда, но довольно качественный, как оказалось. Я покупал в Украине за 90 баксов, хотя на AliExpress такой сейчас стоит $40. Работает тихо, почти всегда работает в пассивном режиме. Активное охлаждение включается только при больших нагрузках, и то ненадолго. При работе в паре с компьютером охлаждение запускается в среднем один раз в час, буквально на пару минут. В остальное время его не слышно. 12-вольтовая 100-амперная батарея в переводе на ватт-часы 1200 Вт, но с учетом потерь на инвертор плюс батарея не может отдать всю емкость, в среднем можно рассчитывать на 700-800 Вт. Таким образом, имеем до 8 часов работы при нагрузке в 100 Вт. В среднем любой современный компьютер потребляет 200-300 Вт, но это максимальное значение, на практике эти цифры будут меньше. У меня вот такой конфиг, плюс монитор 24 дюйма, плюс настольная лампа, аудиокарточка, и все это потребляет такие значения. При просмотре YouTube потребление находится в районе 70 Вт с небольшими скачками. Во время работы, когда я монтирую, потребление колеблется от 70 до 120 Вт, а во время рендера 140-170 Вт. Максимальный скачок, который я видел, был 204 Вт. Таким образом, получается среднее потребление в час чуть более 100 Вт. Ради интереса я тестировал, сколько же выдержит батарея и сходятся ли теоретические расчеты с практикой. На полностью заряженной батарее я проработал 5 часов и поиграл около часа в CSGO. Игра очень сильно просадила батарею, но система продолжала работать. Напряжение на аккумуляторе в тот момент было 11,4 вольта. Далее я тестировать не стал, поскольку и так уже все понятно. Если не играть, а использовать компьютер под рабочие задачи, то на 7-8 часов можно рассчитывать. Но следует понимать, что это практически полный разряд, потом вас ожидает долгий заряд в 10 часов. Поскольку на автомобильные аккумуляторы работает правило заряд батареи потенциалом 10% от емкости, то есть 100-амперный акку можно заряжать 10 амперами, а это 10 часов до полного заряда. Поэтому я использую две батареи, постоянно их меняя. Когда есть электричество, сразу же подзаряжаю. Таким образом, у меня всегда есть возможность работать, я не сильно разряжаю аккумуляторы и успеваю их подзарядить. Если говорить про ноутбук, то потребление будет от 30 до 100 Вт в зависимости от вашего ноутбука. У меня MacBook, блок питания 80 Вт. В работе ноутбук потребляет от 25 до 80 Вт, в режиме зарядки постоянно 80 Вт. Если постоянно работать от инвертора, то можно рассчитывать на 10-12 часов, плюс в запасе остается батарея ноутбука, которая дает еще в среднем 5 часов запаса. Павербанк Bazeo я купил за 1500 гривен, зарядник к нему 500 гривен. Сборный павербанк обошелся в 1700 гривен, кейс с платой стоит 500 гривен и в 1200 гривен обошлось 8 банок элементов 18650 на 3000 мА каждая. Кейс у меня рассчитан на 16 банок, так что если увеличить емкость до максимума, то цена комплекта выходит 2900 гривен. Инвертор на момент покупки стоил 3800 гривен, батарея 3800 за штуку, я купил две, поэтому батареи обошлись в 7600. Зарядник для аккумулятора обошелся в 2000 гривен.
Итого мой сетап обошелся в 17 100 гривен. Если сюда еще считать все доставки, то грубо говоря выходим на 18 тысяч гривен или $450. Из плюсов такой системы доступность и эффективность, из минусов долгий заряд при условии сильного разряда батареи и малый срок службы свинцово-кислотных батарей. Также во время зарядки аккумулятор может издавать запах, поэтому не рекомендуется использовать в комнате, где работаете. Лучше всего разместить эту систему в подходящее место и запитать компьютер через удлинитель, либо же запитать весь дом, если нужно. Но это уже нюансы, и детально на этом останавливаться не будем. Надеюсь, видос был полезен. Кому интересно, ссылочки на оборудование будут в описании под видео.